Привет, друзья! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы с вами приготовим вот такое вкуснейшее итальянское блюдо, которое в переводе с итальянского называется пармиджано из баклажанов. Есть несколько вариантов приготовления этого блюда, и в этом видео я покажу вам один из них, который я готовлю чаще всего. Подписывайтесь на мой канал, я обязательно выпущу и другие варианты. Ну а сейчас пойдемте готовить их вместе со мной. В первую очередь нам нужно приготовить томатный соус, и для этого нам понадобится сельдерей, морковь, лук, базилик и томатный сок. Я буду готовить побольше, поэтому буду использовать 2 баночки по 800 грамм. Но так как помидоры у меня целенькие в банках, я перебью их погружным блендером. В кастрюльку наливаю немного растительного масла и добавляю сельдерей, морковь и лук. И добавляю их целиком, они придадут вкус нашему соусу, но в конце мы их удалим. Немного их поджариваем и затем добавляем перебитые блендером помидоры. Затем я в соус добавляю немного соли, немного красного молотого перца и добавляю несколько ложечек сахара, он устранит кислоту помидор. И еще добавляю несколько ложечек овощной приправы. Добавляйте на ваш вкус. Затем добавляю веточку базилика. Если у вас нет свежего базилика, можете добавить сушеный. Вместо базилика, кому нравится, можете добавить орегано. Убавляю огонь и варю под крышкой как минимум полчаса. Соус должен немного увариться. Ну а теперь перейдем к баклажанам. Баклажаны я мою и очищаю от кожуры. Дальше в салатник разбиваю несколько яиц. Присаливаю и немного взбиваю вилочкой. В другой салатник насыпаю немного муки, а в сковороду наливаю подсолнечное масло. И так как мы будем жарить баклажаны, на блюдо обязательно стелю бумажное полотенце, чтобы впитывалось лишнее масло. Тем временем приготовился наш соус. Видите, он немного уварился. Выключаем и перейдем к баклажанам. Пока масло нагревается, мы нарезаем баклажаны шириной в 5 мм. Затем обваливаем их в муке. Приготовили все, а теперь опускаем их в яичную смесь и на сковороду. И поджариваем их до румяной корочки. Не переживайте, больше, чем они должны впитать масло, они не впитают. Но выкладывая их на бумажное полотенце, оно впитает немного лишнего масла. И так жарим все баклажаны. Затем немного присаливаем и готово.
И вот такие прижаристые и вкусные баклажаны у нас получились. Кстати, вы и так их можете готовить как быстрое закусочное блюдо. Ну а мы с вами продолжим. Дальше нам нужно натереть немного сыра пармезан. И еще нам понадобится натереть моцареллу. А сейчас дно формы смазываю немного соусом. И дальше выкладываю все слоями до завершения ингредиентов. Сначала выкладываю баклажаны. Смазываю их соусом. И затем обильно посыпаем пармезаном. И сверху посыпаем моцареллой. Снова выкладываем баклажаны. И также смазываем их соусом. И снова посыпаем пармезаном и моцареллой. У меня получилось 4 слоя и еще одна маленькая круглая форма. На мой взгляд, 3-4 слоя – это идеальный вариант. Собрали нашу запеканку из баклажанов, а теперь слегка поливаю оливковым маслом и можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 220 градусов и выпекаю, пока поверхность запеканки немного не подрумянится. Смотрите, как она запекается, и уже как аппетитно это выглядит. И вот такая вкуснейшая запеканка у нас получилась. Готовую запеканку вынимаем из духовки и оставляем на минут 10. За это время соусы немного застынут и будет легче нарезать на порционные кусочки. Хоть это не один из самых полезных вариантов, но это очень вкусно. Посмотрите, какая она аппетитная. Сочный соус между слоями жареных баклажанов, посыпанный разными видами сыра и запеченный до золотистой корочки. Это одно объедение. На канале уже есть рецепт более полезного варианта из баклажанов на гриле. Ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать мои новые видео. И не забудьте поставить пальчики вверх. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!